Всем привет, дорогие друзья! Сегодня хочу поделиться с вами рецептом очень красивого, вкусного и невероятно простого в приготовлении торта «Клубничное наслаждение». Этот торт получается необычайно сочный и влажный, с ярким насыщенным вкусом клубники, белого шоколада и взбитых сливок. Это действительно клубничное наслаждение. Каждый кусочек буквально тает во рту. Такой торт украсит любой праздничный стол, а готовится он проще простого. Обязательно приготовьте и попробуйте. Мой бисквит я буду выпекать в разъемном кольце. Установила диаметр 20 см. Обернула кольцо фольгой и на дно выкладываю пергаментную бумагу. Форму я ничем не смазываю. Так бисквит будет легче подниматься. Если вы не уверены в качестве пергаментной бумаги, можно дно смазать небольшим количеством растительного масла без запаха. Для приготовления теста мне понадобится смешаю в миске сухие ингредиенты. В муку добавляю крахмал и разрыхлитель для теста. Перемешиваю. Выливаю яйца в миску. Бисквит я буду готовить очень простым способом, не разделяя белки и желтки яиц. Добавляю соль и всыпаю сахар. На высоких оборотах миксера взбиваю яйца в пышную светлую массу примерно в течение 7-10 минут. Для рецепта я использую яйца крупного размера. Вес одного яйца без скорлупы примерно 55-58 граммов. В итоге должна получиться вот такая очень воздушная и пышная масса. И она не растекается, держит форму. Добавляю 1 чайную ложку экстракта ванили, перемешиваю. Также можно использовать и ванильный сахар. Тогда добавляйте его вместе с сахаром. И теперь в эту массу просеиваю сухие ингредиенты. Примерно в 3 приема. Аккуратно все перемешиваю венчиком сверху вниз, чтобы сохранить пышность теста. В итоге получилось вот такое красивое пышное тесто. Я отбираю немного теста в миску, вливаю в него растопленное сливочное масло и перемешиваю. Кстати, если вы хотите, вместо сливочного масла вы можете использовать и растительное, без ярко выраженного запаха. Сейчас вот таким образом, смешивая масло с частью теста, при добавлении в общую массу тесто не осядет. Добавляю полученную смесь к общей массе и хорошо перемешиваю венчиком. В итоге получается вот такое очень пышное и воздушное тесто. Переливаю его в подготовленную форму. Слегка прокручу бамбуковой шпажкой, так тесто распределяется очень равномерно в форме. И теперь бисквит я отправляю выпекаться в хорошо разогретую до 170 градусов духовку примерно на 40-50 минут. Конечно, вы смотрите по своей духовке. Форму я ставлю на средний уровень, включен верх и низ духовки. Бисквит получился очень красивый, такой пышный. Я его на 10 минут оставляла остывать в духовке. Сейчас аккуратно тонким ножом пройдусь по краю формы. Снимаю фольгу, снимаю пергаментную бумагу. Бисквит получился вот такой красивый, очень высокий. Оставляю его остывать на решетке. Высота моего бисквита получилась 7 сантиметров. После того, как бисквит остыл, рекомендую обернуть его пищевой пленкой и оставить отдохнуть хотя бы на пару часов. Тогда он будет еще вкуснее. Влага внутри распределится равномерно, и его легко будет разрезать на отдельные коржи. Срежу у бисквита один верхний корж толщиной примерно 1 сантиметр. Посмотрите только, какое великолепное тесто получилось, такое пышное, воздушное. И у таких шифоновых бисквитов мякиш получается достаточно влажный, не сухой. Сейчас у бисквита вырезаю мякиш.
Аккуратно ножом прохожусь по краю. Я отступаю от края примерно 1 сантиметр. Стараемся не повредить бока и дно бисквита. И теперь достаю мякиш. Тесто просто великолепное. Перекладываю мякиш в миску. И также я немного вырежу мякиша из крышечки, также стараясь не повредить верх бисквита. В итоге должна получиться вот такая чаша и крышечка. Примерно 1/5 часть мякиша я отбираю. Из него потом можно сделать украшение. Допустим, обсыпать бока торта крошкой. Мякиш я разрываю на кусочки. Мне не нужна прямо такая крошка, а просто вот такие средние кусочки. Приготовлю начинку для торта, и для этого мне понадобится клубнику. Я уже хорошо помыла. Теперь срезаю хвостики и разрежу клубнику пополам. Таким образом подготавливаю всю клубнику. Если ягоды небольшие, можно оставить их целыми. Перекладываю в миску шоколад, вливаю сгущенку и сливки. Я использую жирные сливки 33%. Добавляю ликер. Для рецепта я использую персиковый ликер. Можно использовать любой. И теперь всю эту смесь я отправляю в микроволновку. Мне надо, чтобы растопился шоколад. Я прогреваю все короткими импульсами, примерно по 15-20 секунд, и хорошо перемешиваю, чтобы шоколад не свернулся. При желании эту массу также можно прогреть и на водяной бане. Когда шоколад полностью растопился и смесь стала однородной, добавляю в нее клубнику и соединяю с бисквитным мякишем. Хорошо перемешиваю. И всю эту ароматную начинку выкладываю в подготовленную чашу из бисквита. Хорошо все утрамбовываю, чтобы нигде не было пустот. Вот эта сочная начинка, она пропитает и верх бисквитной чаши, и бока, и дно. И закрываю все крышечкой. Хорошо прижимаю. Закрываю все пищевой пленкой и отправляю в холодильник на ночь. Мне надо, чтобы весь бисквит хорошо пропитался и сама начинка застыла. Торт можно украшать по своему вкусу. За ночь он хорошо уплотнился. Подкладываю снизу кусочки пергаментной бумаги. Для декора я сделаю сливочный крем. И для этого мне понадобится в жирные и холодные сливки я добавляю сахарную пудру и добавляю чайную ложку экстракта ванили. Можно также использовать и ванильный сахар. Я предлагаю свой вариант украшения этого торта. Конечно, вы можете сделать это по своему вкусу. Можно, например, украсить торт шоколадной глазурью. Хорошо взбиваю сливки в крепкие пики. И теперь я хорошо промазываю сливочным кремом верх и бока моего торта. Мне кажется, он идеально подходит вот для такого бисквитного клубничного торта. Я сейчас сделаю такое небольшое первое выравнивание, чтобы сгладить все неровности и убрать крошки. Сейчас торт и остатки крема я отправлю обратно в холодильник примерно на полчаса и затем уже окончательно сделаю декор для торта. Для декора я также буду использовать свежую клубнику. И здесь у меня 1 чайная ложка быстро растворимого желатина. Заливаю его теплой водой и перемешиваю. Вот этим раствором желатина я сверху буду смазывать ягоды, чтобы они не заветривались. Массу желатином я слегка прогрею в микроволновке, чтобы он полностью растворился. Безусловно, вот эту массу до кипения доводить не надо. Просто хорошо прогреваем, чтобы желатин растворился. Клубнику хорошо обсушу бумажными полотенцами. И также в блендере я измельчила немного бисквита вот в такую крошку. Продолжу украшение моего торта. Подровняю еще немного верх. Оставшимся кремом промазываю бока таким достаточно толстым слоем. Немного выравниваю. И теперь шпателем наношу вот такой рисунок. Сверху делаю волнистым шпателем вот такой узор. Снизу торт слегка обсыпаю крошкой.
Убираю кусочки пергаментной бумаги. Сейчас торт я еще на 15-20 минут отправлю в холодильник, чтобы крем немного застыл. И теперь осталось торт украсить клубникой. И аккуратно кисточкой сверху покрываю ягоды желатином. Торт получается необычайно сочный и влажный. Каждый кусочек буквально тает во рту. Я желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита. Ставьте лайки, если видео вам понравилось. Пишите комментарии. Делитесь им с вашими друзьями в социальных сетях. И, конечно, подписывайтесь, кто еще не подписан, на мой канал, чтобы не пропустить новые интересные рецепты.